Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо и Таро Расклад, наш сегодняшний будет называться «Неожиданности и сюрпризы в вашей судьбе в ближайшее время». И, конечно, с позиции неожиданности будем с вами рассматривать, такие моменты, которые на самом деле могут появиться внезапно, но которые нас заставляют что-то видоизменить. Может быть, и где-то, я допускаю, будем реалистами, со знаком минус. Это то, что нам приходится, допустим, пересматривать наши планы, может быть, наш график, что-то, как нас заставляет передумать или видоизменить. А сюрпризы мы будем рассматривать с позиции, конечно, приятных неожиданностей. И наш расклад подойдет одинаково как и для мужчин, так и для моих любимых девочек. И неважно, какой возраст, в любом возрасте есть и неожиданности, есть и сюрпризы, есть что-то доброе. А есть и то, что, действительно нас ставит в тупик. Вот давайте на ближайшее время, и пусть это будет только что-то радостное, доброе, хорошее. Конечно, вначале мы делаем сигнификацию, чтобы вы могли определить, вообще вам подходит наш расклад или нет. Кто вы? Что в вашей жизни сейчас? Новый жизненный этап. Тут точно идет какой-то элемент обновления. Может быть, вы иногда по этой карте узнали какую-то новость. Может быть, поступило неожиданное уже какое-то предложение. Или вы сами надумали куда-то ехать, изменили, может быть, планы. Может быть, и не ехать, а вот что-то, пусть это будет касаться, как вашего продвижения, вашей работы. А для кого-то из вас может быть выход из одиночества, когда вы просто решили, если вы долго были время, как в сольном варианте, вы решили расширить как будто точно, вот у кого-то будет касаться именно сольного варианта. Я так называю, когда, нет у нас партнера. Или, может быть, знакомых у нас миллион, так, образно говоря, а надежных людей нет. Для кого-то из вас это могут быть два старших аркана, тем не менее. Нам показывают о каких-то судьбоносных переменах, которые вы уже вот сейчас проходите. Скорее всего, ситуация выбора. Выбор своей дороги. Выбор как своего жизненного пути. Может быть, эта карта будет свидетельствовать о том, вот смотрите, как интересно, вот неожиданности и сюрпризы. Сама по себе карта неожиданностей. У кого-то из вас, правда, недавно полученная новость. Или, может быть, важный разговор состоялся. И уже у вас сложились одни какие-то ваши мероприятия вы запланировали, а сейчас вот что-то меняется. Вполне вероятно, обстоятельства дела или дел, может быть, финансовых, может быть, рабочих, требуют от вас тоже пересмотра, потому что какой-то график нет, вот он не идет. Или то, что вы себе запланировали, опять же, дополняется событиями извне или какими-то решениями других людей. Всегда карта неожиданности. Иногда даже такое, знаете, поведение спонтанное человека, которое основано на эмоциях. И, может быть, вы себе сейчас задаете вопрос. Все же философ у нас, да, предыдущая карта. Стоит ли доверять этому человеку? Или какое он решение? Сейчас он спонтанно принял, а завтра у него там что-то поменялось, импульс пошел другой, да, и все, и он уже там тоже поменялся. Может быть и так. Давайте еще раскроем, потому что тут явно сейчас перемены происходят, они касаются вашей личной жизни. Или одновременно это будет касаться вашего дома, вот места, где вы проживаете. То есть я имею в виду буквально стены. Но емкая карта может говорить, нести в себе еще и значение финансового достатка, безусловно. Вот от начала до конца, смотрите. Наверное, вот вы сейчас проходите тот путь, и я ведь не случайно выбрала такую тему расклада. У нас сейчас с вами ретроградный Плутон, который 6 мая, вот кто открыл это видео недавно, для тех, кто откроет, может быть, позже, значит, где-то есть у вас этот период вот такого сложного выбора. И, видимо, в ближайшие недели, давайте скажем так, в ближайшие месяцы, может быть, до 5 месяцев или до 6. Вы проходите как от 0 до 20 старшего аркана, всего 21 старший аркан, но именно 20. Это как переход
из прошлого в будущее. Это буквально какой-то порог, который разделяет нас от того, что в нашей жизни было раньше, и того, что складывается теперь. Это карта выздоровления, избавления от боли, избавления от страданий. Какая-то воздушная, волшебная мелодия, как волшебная флейта, да? Второй ведьмочек нам показана ведьмочка, которая играет вот на этой волшебной мелодии, и эти звуки, они как наполняют все живое. Тут буквально и бабочки, и коты, и все танцует вокруг. Вот у вас что-то складывается совершенно непредсказуемо. Но вы сейчас на каком-то очень важном выборе. Но я должна сказать, всегда по нулевому аркану. Вот кому подойдет наш расклад? Это человек-оптимист. И даже если вот сейчас что-то сложное, которое требует, может быть, конкретного чего-то, как решения, может быть, подписание каких-то документов, когда нужно и обдумать, и еще что-то просчитать. Возможно, с другой как бы позиции, с другой стороны приходит и предложение. Но, возможно, и еще и по нулевому аркану, тут действительно иногда это путешествия, мы говорим, или какие-то поездки, перемещения, когда вы тут меняете на самом деле свой маршрут, потому что пытаетесь соединить, может быть, то, что сейчас оно выглядит как несоединимое. Давайте еще одну карту достанем. Еще один старший аркан, который нам говорит: сияйте буквально как звезда. Для кого-то из вас, вот у вас сейчас начинается очень, как первые шаги. Может быть, это и начинается с определения. Поверьте, это будет продолжено, о чем вот вы сейчас думаете. А возможно, и вы и думаете где-то о людях более надежных. Или если это вопросы дома, семьи или пары, или у кого-то, как я говорила, вот этот отшельник, именно одиночество, то тогда как создать эту семью, окружить себя теми людьми, которые надежны, которые вас любят, кому вы можете доверять. И причем это не сделать где-то на импульсе или на какой-то короткий срок. Кто-то из вас делает сейчас важный выбор, что мне-то вот именно нужны люди, не те, которые сегодня на что-то согласны, сегодня им нравится, завтра им не нравится, и они как растворяются в этом пространстве. Потому что по аркану звезда мы выстраиваем свое благополучие лет на 10-20, вот, наверное, как по Плутону в Водолее. Ведь это, по сути дела, траектория с заходом на 44-й год, представляете? Вот вы сейчас определяетесь чем-то очень важным, что может даже для вас с учетом нулевого аркана и 17-го может говорить о том, что как поездка куда-то очень далеко. У кого-то отношения на расстоянии, есть дистанция, всегда это дистанция. И не только по времени, но и буквально по километражу. А для кого-то из вас, я говорила, сияйте как звезда, это рост вашей популярности. Может быть, вы задумали какой-то проект, бизнес-проект, личное дело, творчество, которое вы хотите развить. Поэтому нам показан человек-оптимист, творческий человек, который каждый раз умеет себя, может быть, взять в руки и, вот как подняться с колен, пойти каким-то своим путем. Человек в душе, который альтруист и тот же, в то же время, который может, вот то, что даже если прежде что-то не срослось, тем не менее умеет себя настроить, не упустить какой-то подходящий вариант или случай. Какая-то зависшая история сейчас у вас будет меняться. И я должна сказать, вот две карты будут говорить, что что-то вас останавливает. Останавливает именно, может быть, какой-то предыдущий промах, когда вы на что-то согласились или вы чем-то воодушевились, а потом поняли, что это иллюзия. Вот правда, тут именно остановка за этим. Две карты оказывается. Ага. И у нас выпадает тройка кубков, карта праздника и шестерка пентаклей. Это помощь высших сил. Вполне вероятно, кто-то из вас пытается решить и финансовую историю. И опять же, у вас по судьбе. Вот то, что сложилось, оно как будто так и должно было произойти. Две карты, которые как раз о судьбе. 20-й старший аркан и 5-й иерофант. Но договариваться придется, потому что это всегда вот сейчас в ваших руках те волшебные ключи, когда вы, может быть, и определите свою жизнь на последующий период.
То есть для тех, кто живет одним днем, скажем так, и кто сейчас вот слушая меня как сигнификацию подумал, да нет, я тут вообще, мне вот абы сегодня и ладно. Ну тогда наш расклад, он, наверное, не совсем характеризует именно вас. Вот тоже можете уже определяться, насколько все то, что нам покажут карты, будет где-то соответствовать вам. Потому что человек, который прошел явно с учетом старших арканов, и с учетом разочарований, как какой-то ловушки эмоциональной, материальной, ну или какой-либо еще. Вот, но тем не менее, вы ведь можете как абстрагироваться. Вы не желаете никому зла. И, может быть, вас люди очень часто подводили. Но вот вы как-то более философски относитесь к этому моменту. Вы способны любить. И поэтому вам судьба, скорее всего, но если стоит тема именно выхода из одиночества, то тогда у вас также уже и как будто на кону тема семьи. Что-то будет меняться. Вот давайте и узнаем, какие перемены буквально идут в вашу жизнь, какие неожиданности и какие сюрпризы. Но это правда, не каждый способен принимать эти перемены. Очень часто мы застреваем и думаем, нет, вот я решил или решила. Будет так, по-другому не будет. Вроде как сказал стрижено, брито не будет уже все. Ну вот это точно не для таких расклад, а для тех людей, которые готовы рассмотреть то, что посылает судьба. Мы иногда ошибочно думаем, что ну сегодня есть возможность, значит и завтра будет. А так не бывает. Нам именно нужно рассматривать, и, как правило, эти шансы приходят в те минуты, когда мы вообще об этом не думали, когда мы уже даже вроде определились. Ну ладно, по 6 карт мы с вами достаем. И первый ряд, первая стопка, это будут неожиданности, а второй – сюрпризы. То, что с позиции приятного. От первого, какие неожиданности идут в вашу жизнь. Что стремительно ворвется буквально в вашу реальность. Что придет на ваш порог, вот именно как неожиданность. Возможно, вы что-то услышите. Возможно, это вы увидите или услышите в средствах массовой информации. Мы узнаем, может быть, это то, что будет от конкретных людей исходить. Ну и сюрпризы. Какие именно приятные моменты, неожиданности, внезапности вас ожидают. Какие сюрпризы идут в вашу жизнь. Что доброе идет на ваш порог. Итак, неожиданности. Смотрим. Что же тут нам расскажут? Королева жезлов. Это та, которая надеется сама на себя. Вот смотрите, какие неожиданности. Какая-то история. Опять же, у нас десятка мечей. Она завершается. Причем вы сейчас, действительно, это в неожиданностях, когда вам заново нужно передумать какой-то проект или то, о чем вы когда-то мечтали, кстати, будьте к этому готовы. Тут неожиданно у вас появляется именно та тема, история, связанная с человеком, с работой. У кого тут с чем? Когда вы именно определились? Неожиданно, в чем вы поставили точку, как закрыли дверь в прошлое. Но это вы так думали, что вы закрыли, а кто-то не закрыл. Может быть, сейчас как праздник какой-то, какое-то предложение будет у вас неожиданное. И тут, наверное, неожиданность, она в том лишь состоит, вы кому-то не верите. И карта нам будет говорить, у тебя как искаженное восприятие. Вот, кстати, и дальше 8 мечей. Ну вот как-то так рядом выпали 2 карты, которые символизируют искаженное восприятие. Мы думали так, а вышло эдак. Мы предполагали, что ну какая-то история закончилась, а нам тут говорят нет. Вот вы в чем-то поставили точку, а кто-то, как повторюсь, не поставил. Вот здесь какая-то история, которую, ну, наверное, как ретро Плутон, вам придется что-то передумать. Это точно. Смотрите, перемены идут в вашу жизнь. Причем те перемены, которые вы, ну, как не хотите принимать. Это может быть действительно связано либо с получением какой-то информации, или одновременно может быть в контексте взаимоотношений. Какой-то состоялся важный разговор, который вам не понравился, вот, кстати. Или не понравится, все-таки мы смотрим на будущее, да? Но вот это будет продолжаться. Это будет продолжаться какое-то обсуждение.
Вам посмотрите, как будто праздник есть. Но, может быть, и прежде, вот уже у вас в той истории, которую вы уже пережили, было ваше воодушевление, была ваша вера или доверие, а потом все кончилось крахом. И вот именно теперь в неожиданностях вы не хотите себе, чтобы какое-то прошлое повторилось. Но если я больше вижу, что это связано с человеком, и мы в целом не будем характеризовать, да, первое, все-таки у нас больше такая карта, которая человека характеризует, то есть конкретная персона есть. И пусть, конечно, у кого-то это может совпасть с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец. Или имеет там асцендент, вот, кстати, асцендент вообще немногие знают. Потому что нужно знать именно время рождения, мало даты, там место, а вот, ну, буквально до минуты, ну, как минимум в районе 2 часов. Поэтому мы можем говорить о том, что какой-то человек как будто на своей волне. И действительно элемент неожиданности присутствует, потому что действует он всегда по-своему. И может быть, поскольку вы стремитесь к определенности, вы как раз и пытаетесь от такого типажа себя ограничить, чтобы не было неожиданностей. Или когда ко мне вроде бы, да, есть договоренности, пусть это у кого-то, кстати, по работе. И вроде бы есть какой-то карта праздника, мы можем трактовать как воодушевление, или есть надежда, что что-то может пойти и хорошо, но в то же время сомнение, что присоединяются какие-то третьи факторы, третьи силы, какие-то, ну, может быть, и люди, или объективные какие-то препоны, вот это ход ваших мыслей. И вот где-то неожиданности в том и будут состоять, что они будут увеличиваться. Больше сомнений, мои дорогие. Потому что, ну, опять же, вы уже прошли какой-то сложный путь. И тут именно из-за недоверия. Это те неожиданности, которые мы формируем в собственном сознании. Реальные неожиданности хочется спросить. А реальная неожиданность тут какая-то может касаться именно денежной истории, которая, тем не менее, вам хорошо знакома. Но вот сейчас, может быть, вы продумываете ваш план, который, так или иначе, он все равно к финансовой безопасности сводится. Безопасности – это факт. Вы не хотите с чем-то ошибаться. Здесь, может быть, в неожиданностях будет какое-то альтернативное предложение, кстати, или вы сами, может быть, знаете, как обдумываете, как вам поступить. Ну, тут может быть и информация, которую вы буквально в тему где-то получите. Может быть, это еще и правда. У кого-то будет касаться работы, та информация, которая пока не проверена. Но это как вариант ваших действий. И именно этот вариант вы поедете как будто доузнавать. Или вы никуда не поедете, не пойдете, а может быть онлайн будете где-то искать дополнительную информацию. Вот вам именно теперь, ведь эта карта в положительном смысле рыцарь мечей, здесь есть скорости, как будто нужно быстро вот с этим вопросом разобраться, быстро что-то решить. Но это мы честны сами с собой. Это когда мы ищем правду, истину, и мы ее находим. Поэтому, значит, даже вот какой-то элемент недоверия вашего дает вам определенную фору вперед, потому что вы как имеете возможность подготовиться, это точно. Как будто в неожиданностях действительно есть какой-то фактор внешний, или который предложен, может быть, кем-либо и переложен на вашу жизнь, и вы понимаете, ну да, тут не совсем все так, как мне хотелось бы, а тем не менее придется найти ключи и именно воспользоваться тем, что я имею, или той возможностью, которая есть в ваших руках. Каковы еще неожиданности? Здесь могут быть действительно связаны, как и с личной жизнью, неожиданности, но точно так же король кубков – это может быть какая-то история, которая связана, может быть, с вашей семьей, может быть, какой-то конкретный человек, родственник, король кубков. Ну, не обязательно это мужчина. Не будем по полу рассматривать карту, ни первую, ни вторую, 2 персональные карты. А вам нужно, как знаете, закрыть какой-то гештальт с конкретным человеком. И я тут больше вижу, что вам придется на что-то согласиться. Или вам придется не то, что согласиться с какой-то точкой на 100%. Будьте готовы, что вам придется рассматривать альтернативный вариант.
Вы от этого не уйдете, как будто по правосудию тут это карма. Именно судьба. Дважды судьба, потому что вверху аркан Иерофант. Совсем скоро, вот то, что я сказала по рыцарю мечей, мы ищем правду. Все-таки будут какие-то контактные, может быть, звонки. Или, правда, контактные лица, которые знают именно по Иерофанту, это учитель. Мы можем сами выступать в роли учителя, к вам тоже могут обращаться. Вы можете кому-то быть нужны, именно потому что вы человек-оптимист, давайте так вспомним немножко сигнификацию, и вы прошли какой-то уже сложный путь, и человек видит, может быть, и конкретно, и вас определенную ресурсность, и обращается к вам за какой-то помощью или дельным советом. Но вы сейчас проходите тот отрезок, судьбоносный отрезок вашего жизненного пути, когда вам придется принимать Соломоново решение. Соломоново решение, когда даже если мне что-то не нравится, нет, вот эти перемены я не могу словно отменить. Мне придется вперед идти. Мне придется, может быть, решить какую-то и финансовую тему, задачу. Или так обстановка складывается, тоже вас подталкивает к каким-то выводам. Договариваться придется, узнавать, как работает в отношении дважды, в отношении вас закон. Может быть, если эта тема связана с поездкой, перемещением. Вам нужно понимать, да, вот именно, как или в той местности, где вы находитесь, или куда вы собираетесь переместиться, тоже как работают законы. Вот вам две карты, как и Иерофант, и правосудие, это ведь какая-то система иерархии. Система законов, система порядков, каких-то приказов, норм, регулировок. Вот два старших аркана нам говорит нравится, или нам это как-то вот поначалу кажется в кривь и в кость, или мы кому-то не верим, а как будто других вариантов-то вот нет. Вот такая неожиданность совсем скоро будет в вашей жизни, когда придется решать какой-то сложный вопрос. Король Пентаклей может свидетельствовать о том, смотрите, когда в моих раскладах два короля и больше, я часто говорю, это тоже где-то с элементом, может быть, чиновников или каких-то лиц, служащих в конторах, учреждениях. Тут на самом деле, с учетом еще и Иерофанта, мы куда-то отправляемся, может быть, какие-то агентства, да, но это именно инстанции. Мы не изменим это. Для кого-то из вас по работе это, возможно, будет через людей, которые, где-то, может быть, и занимают более высокие посты. У вас будут определенные контакты, с ними взаимодействие, когда тоже вам нужно, как-то свой, правильно, сюжет, может быть, сложить, рабочий, я имею в виду, да, может быть, вопросы станут по части вашей карьеры, а у кого-то ведь с учетом короля Пентаклей это еще и личная жизнь. Давайте, или вопросы денег, каковы еще неожиданности. Вот вам как будто нужно вернуться назад, но не для того, чтобы вот буквально притянуть что-то из прошлого в свою жизнь. По пятерке кубков мы допускаем, что, может быть, даже те контакты с людьми, которые были для нас поначалу, казались очень надежными, а потом мы получили что-то обратное, и нам это стоило себя как из этого глубокого разочарования, нам, как нас, как будто самих себя вытянуть, да, вот как из какого-то эмоционального болота. А ведь и правда все карты нам говорят, что какое-то повторение прошлого идет. Но именно для того, чтобы правильно что-то завершить. Или, может быть, я допускаю, что, знаете как, здесь может быть участие конкретно человека, который прежде, вот с ним у вас что-то не получилось. И, может быть, тем не менее, не все темы вы с ним закрыли. И значит, может быть, вот эта встреча должна состояться, чтобы баланс какой-то был восстановлен. Вот есть неожиданность, когда нам не хочется это возвращать, а оно как будто само идет на ваш порог. Ладно, давайте будем узнавать, какие сюрпризы, что ж там приятного в конце концов. Вот неожиданности, которые могут касаться взаимоотношений. Вот смотрите, интересно. Взаимоотношения и деньги, ведь по этой карте недостаток. Но мы уже больше с позиции сюрпризов, поэтому какая-то история, тем не менее, будет радовать, но из разряда именно той,
которая прежде нас увела в какой-то минус. Но у вас сейчас, смотрите, более хитро-мудрая позиция получается по 7 мечей. Да, мы называем это карта вора. И может быть, это как забрать свое. Такое значение тоже есть. Вот то, что принадлежит вам. Может быть даже, мои дорогие, будьте внимательны, это сюрприз. Тут будет предложена кому-то помощь именно из разряда тех людей, с которыми у вас был конфликт, или был конфликт по финансам, или был межличностный какой-то конфликт, или в отношении вас этот человек не очень красиво поступил. Вот теперь этот человек будет словно отдавать долги императрице. Человек, видимо, вот знаете, как слово наше говорят, отзовется, правда? Может быть, даже у вас была какая-то очень грустная и сложная история, когда, ну, некрасиво повел себя человек. Может быть, для вас было даже где-то расставание. Или когда вы ушли, например, с работы. Вот я такое тоже, что-то завершили. Но это, знаете, как с тяжелым сердцем. Потому что в отношении вас именно была какая-то проявлена нечестность. И вы ведь вот все карты, два, по сути дела, две позиции, два вот этих кратких расклада нам говорят о том, что это все равно одна какая-то история. Ну вот она теперь преломляется во что-то иное. Я бы сказала, это как новые смыслы. Очень символично по Плутону. Потому что я не случайно говорю долги отдать. Потому что у человека, может быть, это, опять же, не случайно правосудие, причина и следствие. Если ты сам поступил не очень красиво, пройдет пусть какое-то время. У судьбы свой срок. И нам не нужно там кому-то желать чего-то плохого. Нет, не нужно. Тут все равно, знаете, наверное, вся наша жизнь, она все равно пытается свести все к балансу. Поэтому в той или иной мере, в том или ином промежутке времени тебе судьба обязательно вернет ту какую-то твою историю, когда в отношении тебя будет проявлена какая-то позиция чья-то, точно такая же, как ты когда-то поступил. Возврат долгов, причина и следствие. Мы не отменим эту карму. Но, видимо, даже для вас, хотя вы для себя уже явно чего-то не хотите. Но будьте внимательны, потому что, тем не менее, ну, я тут вижу, как будто не может императрица отказаться. Потому что есть, ну, что-то для нее или интересное, или значимое, или, может быть, финансовое, да, как забрать свое. Может быть, и воспользоваться, принять какую-то помощь. И неважно, у кого-то эта помощь будет через финансы, а у кого-то это просто, ну, какая-то бумага важная, которую вы подпишете, или что-то еще, да. Но для вас это будет открывать перспективы. Тут, знаете, не было бы счастья, но несчастье помогает. Вообще неожиданный ни разу расклад. Что ж это такое? Давайте мы узнаем. Тут одна и та же история, хочется сказать. Хотя я допускаю, что, может быть, где-то перекликаются две разных. К чему все идет? К чему вам приготовиться? В зависимости от неожиданностей и от сюрпризов. Что будет в вашей реальной жизни? Подскажите нам карты. Что будет происходить? Что скоро произойдет? А вот смотрите. Карта скорости, карта добрых перемен, карта доброй трансформации. Когда вы действительно получите какую-то новость, услышите, может быть, вы уже услышали, но тогда, или вот то, что вы обдумываете, но не верите, вот какая-то история будет развиваться быстро. Возможно, вам придется действительно дополнительно, иногда по этой карте, вот знаете, ку железо пока горячо. Это не абстрактное завтра, а это вот буквально прямо сейчас. Нам нужно действовать. Что же еще в вашей реальной жизни? Ну вот, пожалуйста. Да, это какое-то обнуление, начало. Что еще скоро произойдет, скоро случится? Десятка пентаклей. Какие-то очень важные встречи, важные согласования, решение вопросов по части дома и финансов. Вот посмотрите, ваша задача, что скоро произойдет. Тут есть какие-то персоны, которых вы очень хорошо знаете. Но да, тут с новыми предложениями. Вы не избежите, что вы будете, возможно, ну, словно окажетесь в такой ситуации, когда к вам кто-то будет обращаться. И вот удержать, вот может быть тот сложный опыт, который вы прошли, он вам будет совершенно необходим, чтобы себя обезопасить. Потому что вы еще столкнетесь
И вот чем может быть полезна даже какая-то история, которая вам возвращается? Она для вас складывает какой-то сюжет, когда у вас будет больше пространства для маневра. Потому что по семерке жезлов мы как будто оказываемся, ну, буквально зажатыми, да, в каком-то тупике. А тем не менее, нам найти нужно лазеечку, чтобы отступить. Отступить, потому что силы не равны. Вот в вашей жизни, пусть это будет зависеть от каких-то новостей, которые вы услышите, но это отдаленный более период, да? И вы себя поблагодарите, что вот это Соломоново решение, которое вам предстоит принять буквально совсем скоро, вы таки приняли. Нашли себе когда-то силы, что в вашей жизни скоро произойдет. Вы кардинально можете изменить свое финансовое положение. Для кого-то, может быть, решить вопросы работы. Для кого-то из вас найти, ну, может быть, варианты исправить вообще финансовое не только положение, а вот какую-то последующую траекторию, более стабильную наметить. Скорее всего, приготовьтесь к тому, что вам придется много работать, мои дорогие. Кто ищет работу, тот ее найдет. Это факт. Вот посмотрите, не оставляют вас, тем не менее, но, может быть, для вас это будет именно сильная позиция. Вас как будто нет в прошлом. Вот какое-то прошлое, оно вас научило жить более осторожно, хочется сказать. Но по этой карте мы, знаете, уже сильная позиция именно в том, что мы умеем, не пропуская через собственную душу и эмоции, воспринимать ту обстановку, которая происходит вокруг вас. А для кого-то это может быть успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. В конечном итоге по девятке кубков посмотрите, какие у вас карты. Вообще это финансового благополучия. И здесь нам о финансах, ну, где-то и через отношения. Правда, и здесь нам тоже говорили. И императрица. Императрица выстраивает свое благополучие. Причем, скорее всего, в каких-то очень сложных условиях. И если меня смотрят мужчины, я, конечно, могу предположить, что это какая-то очень важная женщина в вашей жизни. Но я точно знаю, что среди вас есть те, которые воспитывают детей. Причем сами, без женщин, без жен. И вполне вероятно, я вами искренне восхищаюсь. Это вам и мама, и папа, и все в одном лице. Когда мера ответственности, может быть. А для кого-то это будет, даже для мужчин, проигрываться, когда, ну, вы занимаете, может быть, даже как статус какой-то по работе, пусть, да, потому что рядом работа в команде. Тройка пентаклей. У кого-то из вас, это вам приходится договариваться и быть более в таких мягких энергиях. Но для вас, мои дорогие девочки, здесь, конечно, будет происходить это вот то очень важное ваше благополучие, стабилизация, как якорь какой-то, который вы ищете, но он в виде сюрприза к вам приходит через какую-то даже минусовую ситуацию или через человека, скорее всего, потому что рыцарь жезлов, который как раз прежде, ну, как-то себя повел либо очень импульсивно, либо совсем не так, как вы от него ожидали. Вам буквально судьба возвращает какую-то возможность. Причем ту возможность, о которой вы уже даже не хотите слышать на сегодняшний момент. Может быть, вы и смотрите наш расклад, потому как нулевой аркан у нас уже выпадал в сигнификации. Но нам говорили, что человек оптимист, который не держит зла. И я могу сказать, тогда и вам словно пространство, вот таким людям добрым, потому что императрица – это всегда сама доброта и участие. Вот именно поэтому вам кто-то возвращает, как, знаете, такой невидимый судьбоносный должок. Перекладывайте на себя, ну вот так я вижу эти карты. А я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние волшебные комментарии. Я хоть и не успеваю отвечать, мои дорогие, я всегда читаю. Вы мое вдохновение, помните, это мои искренние от сердца слова. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, подписывайтесь на мой телеграм-канал. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.